Алла Борисовна – звезда всемирного масштаба, которая на протяжении всей своей карьеры умело поддерживает интерес к собственной персоне. Любовные связи, мужья, разводы и рождение детей Пугачевой – самые излюбленные темы не только добросовестных журналистов и поклонников, но и представителей желтой прессы. Но звезду это не пугает, она как будто не замечает колких высказываний в свой адрес и продолжает всех держать в напряжении. Алла Борисовна надевала подвенечное платье несколько раз в жизни, и каждый ее избранник был на порядок моложе. К таким выходкам звезды все привыкли, поэтому, когда ее очередным спутником стал Максим Галкин, многие посчитали, что эти отношения закончатся, как и все предыдущие, скорым разводом. Но в этот раз все пошло не по намеченному сценарию, и 18 сентября 2013 года все поздравляли семейную пару с рождением королевских близнецов. Суррогатная мать Лизы и Гарри, кто эта женщина? Несмотря на то, что звездные детки скоро будут отмечать свое 8-летие, многих до сих пор интересует личность суррогатной матери. Так кто же эта женщина, которая подарила супругам возможность стать родителями? Елена Ширина, голубоглазая блондинка-уроженка Казани. Неизвестно по стечению обстоятельств или по желанию звездных супругов внешне Ширина очень похожа на старшую дочь Пугачевой. Когда Елена получила предложение стать суррогатной матерью, ей было 30 лет, она воспитывала дочь без помощи отца. Именно нехватка денег и желание дать достойную жизнь собственному ребенку и подвигло женщину пойти зарабатывать таким необычным способом. Первое время женщина всячески отрицала свою причастность к рождению Гарри и Лизы, она утверждала, что свою карьеру в качестве суррогатной матери она завершила еще за несколько лет до рождения королевских близнецов. Елена признавалась, что действительно в ее жизни был опыт вынашивания и рождения близнецов, но кто был биологическими родителями малышей, для нее осталось тайной. Спустя некоторое время под давлением прессы и с позволения Максима, и Аллы женщина все же призналась, что именно она родила и выносила звездных детей. Сегодня Елена уже открыто рассказывает всем, она изначально знала, для какой семьи вынашивает детей и какое будущее их ждет. Она с удовольствием и гордостью следит за жизнью Гарри и Лизы и очень счастлива, что смогла помочь Алле Борисовне и Максиму испытать самое большое счастье в жизни. Женщина искренне радуется за детей, которых выносила. В своих многочисленных беседах с журналистами Елена неустанно твердит, расставание с детьми для нее не было проблемой. Материнских чувств к новорожденным она не испытывала, ведь это не ее дети, и как бы жутко это ни звучало, для нее это всего лишь работа. Работа, благодаря которой она может дать своей любимой дочери дополнительное образование и приличные условия жизни. Единственное, что огорчает суррогатную мать во всей этой истории, это то, что даже в ней злые языки нашли повод для сплетен. Женщине было неприятно, когда журналисты начали сравнивать ее родную дочь и Лизу. Злопыхатели нашли в девочках внешнее сходство, а некоторые издания даже писали о том, что Елена была не суррогатной матерью, а биологической. Да, возможно, девочки чем-то похожи, но они не могут быть сестрами. «Я не зверь и не смогла бы отдать своих детей чужим людям», оправдывается Елена. Наученная горьким опытом в общении с журналистами, о своей личной жизни женщина старается не распространяться, ведь теперь она знает, что даже самая безобидная информация может быть передана общественности в неприглядном свете. Лиза Галкина унаследовала талант от матери. После рождения Лизы и Гарри примадонна полностью ушла в семейную жизнь. Скорее всего, Алла Борисовна решила, что Лиза вполне может занять ее место на Олимпе российского шоу-бизнеса. С самого рождения девочка живет под объективами видеокамер и пока ни разу не подвела своих родителей. В 2 года Лиза и Гарри начали посещать детский сад, там они начали изучать сразу несколько иностранных языков. Кроме этого, в 2-летнем возрасте дети занимались с педагогами по хоровому пению, балету, хореографии. Дошкольное образование обошлось родителям более 400 рублей в месяц, но это были не напрасные вложения. Сегодня Лиза хорошо владеет английским и французским языками, танцует, поет, участвует в модных показах, снимается для глянцевых журналов. Максим Галкин, как настоящий любящий отец, очень гордится достижениями своих детей и охотно делится этим со своими подписчиками. Несмотря на то, что Лиза и Гарри близнецы, они кардинально отличаются друг от друга. Лиза, внешне напоминающая умиротворенного ангела, на самом деле очень шустрая и любознательная девочка, которая, несмотря на свое воспитание, вполне может ответить колкостью.
Звездные родители шутят, что эту черту характера она унаследовала от матери. А вот Гарри, в отличие от сестры, сдержанный, уравновешенный, прежде чем совершить какой-то поступок, мальчик тщательно все проанализирует. Это сегодня фото и видео с Елизаветой может увидеть каждый желающий. С рождения и до года родители оберегали своих детей от журналистов, и даже звездные друзья супружеской пары не видели малышей. Сегодня многие осуждают Аллу Борисовну в том, что каждый шаг девочки снимается на видео и становится достоянием общественности. Однако родители считают, что ничего плохого в этом нет. Благодаря публичности девочки легче воспринимать то, в какой семье она рождена, она готова к тому, что о ней всегда будут говорить, и не всегда приятное. В 7 лет Лиза может похвастаться не только богатством своей семьи, но и собственными успехами. Кроме веселых домашних видео, Максим и Алла демонстрируют поклонникам таланты своих детей. В сети можно увидеть видео, в котором Лиза демонстрирует свои знания французского языка, а вот она уже выступает в качестве ведущей на одном из федеральных каналов. В 2018 году девочка была замечена на показе Валентина Юдашкина. Там она, как истинная модница, умело шагала по подиуму в свадебном платье. В 2017 году девочка исполнила песню в авторской телепередаче своего отца и доказала всем окружающим, что является настоящей дочерью Аллы Борисовны. Пугачева и Галкин – скандалы в звездном семействе. Начиная с 2011 года, несмотря на семейную идиллию, супругов неустанно преследуют слухи о разводе. Изначально браку Пугачева и молодого пародиста журналисты и критики отмеряли короткий срок. Кто-то считал, что Максим Галкин женился по расчету, его обвиняли в том, что благодаря громкому имени супруги, ее связям и финансам он хочет построить собственную карьеру. Хотя к 2011 году Максим уже вполне состоялся как артист. Многие считали, что их бракосочетание – это всего лишь грамотный пиар, ход со стороны примадонны, для того, чтобы поддерживать интерес публики к своей персоне. Даже коллеги по звездному цеху, не стесняясь, комментировали приличную разницу в возрасте и приписывали Максиму многочисленные измены. Один именитый сексолог даже посвятил этому неравному браку целое интервью. Доктор во всеуслышание заявил, что интимных отношений между супругами быть не может в силу возраста. А проживает Максим с супругой до сих пор лишь потому, что ему это удобно. И даже после рождения Гарри и Лизы, окружающие не переставали ставить под сомнение отношения Аллы и Максима. Сначала в узких кругах, а потом и в прессе появилась новость о том, что близнецов родила не суррогатная мать, а любовница Максима. А Алла Борисовна, когда узнала о наличии детей на стороне, будучи властной женщиной, просто пригрозила супругу и отобрала детей у матери. Во многом благодаря именно этим слухам, имя Елены Шириной стало известно широкой общественности. Ходили слухи, будто Алла и Максим обманули женщину, выносившую малышей, мол, они нарушили договор и не оплатили ее услуги. Этот миф развеяла сама Елена, она сказала, что получила от звездных супругов не только сумму, прописанную в договоре, но и хорошую финансовую благодарность в качестве премии. Ее слова также подтвердил Максим в одном из интервью. Казалось бы, когда имя суррогатной матери известно, брак звездной пары, вопреки предсказаниям, не развалился в первый год совместной жизни, пора бы уже окружающим успокоиться и дать родителям спокойно растить своих детей. Но не тут-то было, очередной скандальный слух не заставил себя долго ждать. И опять поводом для этого послужил возраст примадонны. Скептики усомнились, что Алла Борисовна могла стать матерью. Но и эти неприятные слухи супруги смогли опровергнуть с помощью доктора. Выяснилось, что еще в 2000 году Алла Борисовна оставила в клинике свои биоматериалы, которые были использованы при выращивании эмбрионов. Максим и Алла даже не надеются на то, что завистники и недобросовестные журналисты оставят их в покое, супруги просто научились жить с тем, что их семейная жизнь всегда будет обсуждаться, именно поэтому с ранних лет они учат своих детей адекватно реагировать на критику и спокойно относятся к лживым слухам.